Здравствуйте, Евгений. Здрасте. Что вы можете рассказать про гражданскую войну в США 1861-65 годов? Как мы понимаем, в Америке эта тема столь же запретная и заидеологизированная, как у нас тема Второй мировой. Я не понимаю, вообще, что рассказать о целой войне? Да, что вы можете о ней рассказать? Ну, собственно, это, конечно, вопрос замечательный, когда спрашивают так о целом периоде войне. Ну, пожалуйста, конечно, все можно кратко сформулировать. Основное это, значит, гражданская война в США. Глобальные, важнейшие в истории США события 1861-1865 годов, которые были, с одной стороны, практически неизбежны, объективны, это должно было быть столкновение и разборка севера и юга, у которых был абсолютно, как это сказать, разный уклад, абсолютно разный уклад экономический, социальный и нравственный, эстетический, совершенно разный уклад. И этот конфликт, эта разборка назревала. Должна ли она была вылиться именно в кровавое событие, такую масштабнейшую войну? Это вопрос научно-дискуссионный, но, по всей видимости, да. Вот я за то, чтобы избегать таких конфликтов, да, и, кстати, моя позиция немного в данном случае похожа на на позицию персонажа «Унесенных ветром» Ретта Батлера, которого Кларк Гейбл играл. Он такой реалист. Он реалист, он понимал, что ресурсы несопоставимы. Действительно, ресурсы севера и юга были столь различны и несопоставимы, что понятно было, что север так или иначе победит. В чем причины? Причины, как я сказал, очень разный социально-экономический уклад, все разное. Допустим, южане не хотели, так сказать, никаких пошлин при торговле с Европой, с миром, потому что они мало чего машинного производили, да, и хотели по нормальной цене покупать. А северянам была выгодна эта пошлина, потому что они производили технические всякие штуки. Это большая разница. То есть здесь сырьевое, там современно-техническое. Южане были против ущемления собственных возможностей расширения своих поместьй и латифундий за счет переселенцев севера, которые получали по наделу земли, имели право. Вот. Вопрос рабства, это вообще, вот здесь уже не надо врать, простите, товарищи, это был вопрос второй, 10, который потом красиво разукрасили, стал как бы главным и первым. Это вообще не сразу появилось. Это появилось там через год-два после начала войны, как, я бы сказал, политический ход Авраамика этого Линкольна, который хотел перенастроить Европу, мир в хорошее отношение к северу, потому что Европа так она выбирала, и еще неизвестно, на чьей бы стороне выступила, да? Потому что разорялись в Англии, во Франции, разорялись без хлопка с юга США, потому что была блокада, север объявил блокаду, югу долгая история, морскую имеется такую водную блокаду, долгая история. Но вот в этом смысл. И, кстати говоря, когда мы так смотрим, США, на минуточку, все, что принимал Север, все законы, в том числе отмена рабства, это все абсолютно нелегитимно, незаконно, потому что они принимали только частью штатов, северных штатов, без учета мнений южных штатов. За них. То есть это просто с точки зрения той ситуации, а мы должны придерживаться принципа историзма, абсолютно нелегитимно. И в этом смысле, конечно, тоже в современной и вообще за эти 150 лет историографии, да, идеология в США огромное имеет место в этой войне, тоже она идеологизирована, мифологизирована, но вот я хочу категорически подчеркнуть, что это не сравнить все равно с историей России любого периода, особенно войны и гражданской, и Второй мировой, и 12 года. Почему? Потому что у нас ведь не просто мифология. Нет. У нас намеренная ложь, и больше того, у нас подтасовка фактов и выдумывание фактов. Вот этого в США не было. Выдумывания фактов не было. Идеологическое объяснение, интонация, окрас
Безусловно, да. Это другое. Но такой глубины лжи, как в России, нет, это не сравнить совершенно точно. Вот, что еще сказать, я не знаю. Ну, смотрите, любопытно, мало об этом говорят, ведь индейцы-то выступили в основном на стороне южных штатов. Индейцы. Понимаете, вы вдумайтесь. Как бы, да, окрас такой, что север за все хорошее, против рабовладения, а индейцы-то поддерживали юг. Это очень интересно. А почему? Потому что север себя повел так по отношению к индейцам, что мало не покажется. Вот. И, кстати, когда Линкольн как бы отменял, да, ну это не то, что лично так легко, да, там целая история, долгая история, неважно, но отменял лично сам Линкольн, он им в голову не мог прийти, что может ситуация усугубиться в сегодняшнем плане. Потому что он, когда освобождал негров, это вся из переписки у нас, он имел в виду, чтобы они вернулись обратно в Африку, а ни в коем случае не оставались. Ему в голову не могло прийти, он даже писал, что я не уверен, что они не могут инкорпорироваться, так сказать, встроиться в общество, да, то есть эта позиция вот Линкольна так превозносит, обожает, на самом деле он в этом смысле был очень такую вот реалистическую, так сказать, позицию занимал. Это любопытно. Ведь вообще никто об этом не говорит, даже уже вроде такие люди понимающие, но если посмотреть на ситуацию с африканцами в Южных Штатах перед освобождением, во время войны, и сегодня, и вообще в 20 веке, особенно в 70-е годы, в 90-е, когда ведь это сейчас уже забывается, но были такие страшные бунты и террористические атаки африканцев в США в 70-е годы и так далее. Так вот, во время рабства африканцы в США не грабили, не разбивали города, не сжигали улицы, не сжигали полицейские участки. Не было такой забавы игры «выруби белого» и так далее. А вот когда освободили, получили... Знаете, я так давно, ну не живу, я так давно изучаю историю, что я еще помню, когда работали, понимаете, а не просто сидели на, так сказать, различного рода... Вот. Так что вот такая вот история, да.